Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков, проявив при этом массовый героизм, самоотверженность и отвагу. Путин призвал жестко пресекать попытки фальсификации истории, героизации нацистов и коллаборационистов. Он отметил, что долг наследников Великой Победы не допустить оправдания геноцида, других злодеяний нацизма. Совершенно разделяю точку зрения. Путину надо срочно выяснить. Мне кажется, это на него произвело впечатление, когда перед ним шла японская армия. Ну, сейчас это не японская армия, тогда это была провинция, сейчас это Северная Корея. И они шли стройными рядами, я даже вздрогнул, я решил, что Москву снова захватили. То есть, я думаю, может быть, будет постановка какого-то сражения. На глазах у Путина просто прогнали тех, кого, если сказать, то есть просто они занимали... Это была Япония. Та, с которой сражала Советский Союз, Германия и Япония. Вот это два союзника, ключевых таких центра зла. И вот это потомки этого зла прошли у тебя по Красной площади. Это по поводу, кстати говоря, героизации нацистов. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, да-да-да, именно, и не имеют срока давности, не сомневаюсь, сказал президент России на торжественном приеме в Кремле, где он принимал потомков нацистов. Еще раз, все страны, конечно же, много что изменилось, много что времени прошло, и появились Корея, Северная, Южная Корея. В ужасном состоянии Северной Кореи, там люди практически лишены всяческих прав и свобод. Но парад Победы, он посвящен тем войскам, которые вели сражения против войск тех самых нацистских. И то есть вот как-то странно рады войск пускать германские. Понимаете, если бы какое-то сопротивление, да, если бы это были какие-то там партизаны. Нет, от конкретной страны, вот от Японии прошли войска. Или от Германии можно было пустить. Еще и в одежде тех времен, так, для разнообразия, и с флагами. То есть довольно сложная, странная ситуация. Я так понимаю, что Путин, наверное, на нее отреагировал, хотя я, конечно, сомневаюсь, это я немножко не без иронии, я вообще не понимаю, что это было, но он призвал жестко пресекать попытки героизации. На Красной площади потомки японской армии, еще раз, на параде, посвященном сражениям с этой самой армией, на мой взгляд, это героизация нацистов. Впрочем, не знаю, поспорьте со мной, или я что-то не понял, или Путин, видимо, этим возмущается. Сидел, наверное, на площади и просто его, наверное, подрывало изнутри, что происходит, кого передо мной гонят, когда пойдут пантеры и немецкие мотоциклы, там, не знаю, с пулеметами и с флагами, там, не знаю, со свастикой. Там только свастики на Красной площади не хватило при таком-то параде. Это довольно странно, и не знаю, наверное, Путин из-за этого возмутился, или что он имеет в виду, что как врубиться не могу. Если вы врубитесь, пишите, меня тоже просвещайте.